Привет, друзья! У нас приближается Новый год, Рождество, и поэтому нам нужно сделать два важных дела. Первое дело – это связать новогодний колпак. Его я свяжу из вот такой вот пряжи. И уже даже сделала пробники. Вот. С такими жгутами будет колпак. Второе важное дело – связать символ года. Он у меня будет вот такой вот серо-белый. Я пока не раскрываю подробности, но показываю вам пряжу, из которой я его собираюсь сделать. Это будет игрушка-бычок. И из такой вот приятной плюшевой пряжи. Очень приятная. Это будет, наверное, любимая игрушка. Посмотрим. Тоже я сделала уже пробники. Вот так. Тело у него будет из этой пряжи, связано на машинке, а мелкие детали я свяжу крючком дополнительно. Но в этом видео мы сосредоточимся на новогоднем колпаке. Этот новогодний колпак я еще называю двурогая шапка эльфа, потому что она будет идти, она будет раздваиваться, и на концах будут помпоны. Вот. Так как ничего здесь такого сверхъестественного нет, мне не нужно, чтобы эта шапка как-то особенно там держала тепло, закрывала уши, никаких особых к ней требований нет. В принципе, эта шапка на один день. Я сняла самую простую мерку от бровей до шеи, вот там, где начинается шея. У меня получилось 38 сантиметров. Вот эти 38 сантиметров я беру за основу. Значит, глубина шапочки у меня 38 сантиметров, обхват головы по лбу 56 сантиметров. Вот эти мерки нам нужны. Измерите свои головы. И давайте приступать к построению схемы. У меня уже она готова. Вот. И я с нуля вам покажу, как строить эту схему на бумаге. И потом покажу, как эту схему построить в Design Knit 8. У меня версия. И также покажу, как с моей пластиковой машинкой работает Design Knit. Или Design Knit с пластиковой машинкой. Выбирайте вариант сами. Тоже очень просто. Не обязательно привлекать к созданию этой конструкции мужчину. Можно и самой ее сделать. Просто нужно иметь паяльник, проволочку, гиркон и самую дешевую USB-шную мышку. Если вам интересно, я сделаю отдельное видео, как я делаю этот переключатель рядов, наверное, это будет правильно называться в Design Knit, потому что с таким устройством больше ничего и не получается. И не должно получаться, это же все-таки механическая машинка. Что еще хотела бы сказать? Давайте начнем строить схему. Так, ну что же, вот у меня уже написано, что я сняла две мерки, расстояние от бровей до шеи и обхват по ушам и лбу. Значит, одна мерка у меня 38 сантиметров, это глубина шапочки, а вторая мерка у меня 56 сантиметров. Значит, я рисую просто такой прямоугольник, абстрактный. Не обязательно, что он соответствует реальности. Ну, примерно у нас получается, что 56 на... Так, мне же надо рисовать не на 38, а раз это глубина, мне нужно разделить на 2. 38 делим на 2.
Получаем 19. Значит, здесь у нас этот прямоугольник. Вот, 19 высота его. Я выделю 19. Здесь у нас 56. Где там она? 56. Вот. И эти рожки где-то мы возьмем длину. Вы можете брать свою собственную длину, какую вам хочется. Я беру длину как половина головы. То есть это получается 8. Да нет, какие же 8? 9,5 сантиметров. Правильно? Правильно. 9,5 сантиметров. Добавляем еще вот сюда. Возьмите 10, если вы хотите. Вот. 9,5 сантиметров. Теперь, так как это у нас получается плоский разворот круглой вещи, значит, как бы это так сделать, чтобы было понятно? Так, вот здесь у нас считаем, что здесь у нас, допустим, серединка, центр лба. Так. И вот эти части тоже делим пополам. Зачем, я сейчас скажу. Так, не обязательно это прямо вот графически точно изображать. Просто чтобы было понятно. Это получается передняя часть. Передняя часть. А вот эти вот части, это задние части. То есть мы потом это все так складываем, и у нас получается круглая шапочка. Значит, это задняя часть. Задняя часть. Ушки у нас будут и на передней, и на задней части, они у нас тоже круглые. Значит, здесь нам нужно выделить, где у нас перемычка между этими ушками. Примерно они у меня занимают, ну, сколько сделать? Можно, в принципе, любое сделать расстояние. Давайте сделаем, чтобы была одинаковая ширина ушек и одинаковая ширина между ними. Значит, этот отрезок нам нужно поделить на 3 одинаковые части. Я делю сначала эти отрезки на 3. И вот получается вот это серединка. Вот это наша макушечка. Сюда вверх чертим, поднимаются ушки. Вот верх этих ушек. Так. Сзади делаем то же самое, делим на 3. И вот эту точку соединяем с верхом. Вот верхняя часть. Это получается, я вяжу просто ровно, потому что я потом возьму и стяну вверх. В принципе, и всего делов, как говорится. И вот здесь задняя часть макушки. Вот это будут у меня открытые петли.
открытые петли. Ну, что хотите, закрывайте, но я не хочу закрывать, потому что я хочу, чтобы они оставались открытыми, потому что я не хочу лишние швы, лишние грубые швы, открытые петли. Да, все равно будет шов, но он будет аккуратный. И здесь то же самое, делим на 3 части и ведем до верха. Вот так. Здесь открытые петли, открытые петли. Здесь можно открытые, можно закрытые, все равно мы будем это стягивать, и под помпоном не будет ничего видно. Да, еще надо будет сделать 2 помпона, но это уже в самом конце. Значит, здесь стянуть, стянуть. А вот здесь будут швы. Вот здесь вот. Ну, вот здесь получается, так как мы закрываем так, значит, вот здесь будут швы. Эти части сшиваем. Так, я еще раз повторяю, чтобы не запутаться. Далее. Сантиметров 5 я сделаю, как это сказать, ободок. Не ободок. В общем, белый ободок пусть будет у меня. Может, вы мне подскажете какое-то более умное слово, что ли? Резинку. Резинка это называется. Вот здесь будет белая резинка. И я еще, честно говоря, не решила, какую я хочу сделать резинку. Или это будет резинка 1 на 1 в 2 сложения, или это будет резинка 3 на 1. 3 на 1. Потом я объясню, почему. Да, в принципе, я сразу объясню, потому что я буду сразу вязать с одной пропущенной иглой, и потом поднимать эти протяжки. Так мне нравится больше, чем сложенная 1 на 1, потому что сложенная 1 на 1, вот в 2 раза, край там будет вот этот вот расхлябанный. А резинка 3 на 1 более плотная. И лучше будет держаться на голове. Так, что я еще должна сказать? Это тоже будет шов, понятное дело. И я еще хочу же добавить элемент такой, как жгуты. Вот эти вот жгуты. Видно их? Да. Камера, фокусируйся. Там непонятно, сфокусировалась. Нет, ну вы поняли, о каких жгутах идет речь. Вот они у меня. Так, вырисовывать я их не буду. В принципе, вот они. Вот они вот здесь, на этой части. Далее. Пробу я уже сделала. Мне больше всего нравится. Значит, я буду вязать на 3 классе. И на иглах я еще не смотрела, на каких иглах. И, кстати, я хочу вам сказать, что расчет попетельный на бумажке я не делаю, потому что я переношу эти вот данные в Designanit 8, ввожу плотность, и мне программа рассчитывает, на скольких петлях нужно вязать и где убавки, прибавки, в общем, она мне все подсказывает. Ну, правда, я туда не ввожу информацию про жгуты, я и так ее помню. Это просто лишняя трата времени. Потом, сейчас я вам покажу, как перенести в Designanit и что она показывает, и уже будем вязать. Вот я еще дописала, что общая длина шапки с ушками 28,5 сантиметров, а высота резинки 5 сантиметров. В программе с построения прямоугольника. Всегда у нас начинается с блока. Блок, новая часть нажимаем.
ввести натяжение по умолчанию, пусть пока так будет, ввести имя для новой части модели. Шапка. Шапка эльфа напишу. Вот создался квадрат. Обычно это 40. Этот у нас 32 на 40. Сейчас нам нужен прямоугольник 56 в ширину. Пишем 56. И в высоту 19 сантиметров. 19. Это голова. Мы помним, что еще мы насчитали рожки 9,5 сантиметров. То есть к этим 19 в высоту мы прибавляем еще 9,5, получаем 28,5. Можно было, конечно, это сделать сразу, но я уже делаю по ходу. 28,5. Вот меняем высоту на... Так, здесь нужно же ставить точку. 28,5. Так, теперь что здесь делаем? Резинку отмечаем, которая у нас 5 сантиметров. Вот выровняем. Сейчас проверим. 5 сантиметров. Нет, опустим точку немножко вниз. Дальше. — 19 сантиметров высота шапки. Ставлю еще одну точку. Где она примерно? Я знаю, вот здесь. Так, выровняю. Проверяю высоту, длину отрезка. Получается 16,5, значит на клавиатуре стрелкой вверх я перемещаю вверх, 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 пока не будет 19. Вот 19. Теперь контрольный замер этого отрезка, он должен быть 9,5. Он 9,5. Отлично. Вот шапку, высоту мы построили. Теперь, так, я проверяю, здесь отразились эти точки. Хорошо. Теперь нужно ставить 11 точек, если я правильно помню. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да. Чтобы разделить вот этот вот отрезок на 12 частей, нужно вставить, эту я удалю, нужно вставить 11 точек. Беру вот этот инструмент, который позволяет нам разделить отрезок на равные части. И пишу 11. Вот он разделился. Дальше отсюда выделяем рожки. Как мы их выделяем? Значит, мы помним, что это у нас вот где-то здесь, да, вот здесь разделение. Вот эта задняя часть уже будет. И с этой стороны то же самое. Ну, не буду вас запутывать, буду делать на одной стороне. Значит, эту точку я удаляю. И вот эту я удаляю. Нет, зачем я ее удаляю? Совершенно напрасно. Я ее лучше перетяну вниз. Так, это медленно все получается. Как-то вот. Поставлю здесь линейку, чтобы проконтролировать. Еще надо дотянуть. Так. Дальше. Что нам нужно? Нам нужно вот здесь поставить точку, чтобы сделать прямой угол.
Я ее потяну, потому что сильно медленно получается. Вот так. И здесь уже регулируем, где прямой угол. Еще потяну. Вот, должна получиться ровная линия, и здесь внизу тоже. Вот, здесь получилось, здесь отразилось. Еще раз проверю, линейка получается ли здесь 9,5. Так, здесь процедура практически такая же самая. Тяну, где вот здесь вот, наверное, примерно. Вот, почти ровно получилось. Все, убираю эту линейку. В принципе, вот и все построение. Можно переходить в интерактивное вязание и вязать. Так, я очень тщательно постаралась выбрать ракурс камеры. А вы мне уже скажите, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь, потому что мне нужно точно знать, как лучше, когда видно всю игольницу, вот мне надо 45 на 45, или когда видно четко петли, тогда я, скорее всего, буду делать на пол игольницы. Я сниму на всю игольницу и посмотрим, что получится. Я очень постараюсь не влезать головой в камеру. Не могу ничего обещать, но очень постараюсь. Значит, так, схему мы нарисовали. В программе тоже. Значит, программа показывает, что нужно набрать 45 на 45. Это упал мой блокнот. 45 на 45 петель. Хорошо, что упал тот, который мне сейчас не нужен. Выдвигаю 45 на 45. Дополнительные боковые петли я не даю, потому что я постараюсь сшить максимально аккуратно, без грубого шва, буквально там за полупетли. И в принципе на этой шапке это вообще не принципиально, это просто такое вязание чисто для удовольствия, подойдет даже для новичков, я считаю. Сейчас сами все увидите. Пряжу я перемотала на моталке, вот такие клубки. Я всегда перематываю, потому что может оказаться, ну так как это пряжа для ручного вязания, может оказаться какой-нибудь сюрприз в виде узла, обрыва или какого-нибудь там утолщения нити. Ну, допустим, на этом молочном хлопке редко бывают утолщения, но часто бывают узлы. Но эти мне попались вроде бы хорошие клубочки без сюрпризов. Ну, я всегда обязательно перематываю. Так, как я говорила, значит, начинаем с резинки. Резинку я вяжу 3 на 1, то есть я в работу выставляю 3 иглы и пропускаю 1. Так как я буду сшивать, значит, я всегда делаю так, чтобы шов шел между 3 лицевыми, вот в районе там, где 3 лицевые петли. Значит, я всегда делаю здесь 2, а здесь 1. Я вяжу это первый раз, поэтому посмотрим вообще, что получится. Получится то, что я задумала, или я уже по ходу буду перестраивать по-своему. Где моя линейка? У меня есть вот такая линейка, которая позволяет мне делать в разы быстрее. По идее, если у вас похожая машинка, у вас тоже должна быть такая линейка. Я надеюсь, видно, что я показываю, потому что я совершенно не могу смотреть, что я вообще снимаю. Вроде бы как
все в фокусе. Так, и вот что у нас тут получается. Здесь у нас получается 3, здесь 2. Как мы выкрутимся из этой ситуации? Как мы из нее выкрутимся? Должно быть или здесь 2, а здесь 1, или должно быть... Так, сделаю я так. Это будут те самые краевые петли, за которые я буду сшивать именно вот в районе резинки. А там посмотрим. Ничего страшного, пусть будет так. Хотите, уменьшайте вот на эти 2 боковые. Хотите, нет. Это не принципиально. Не забывайте, что это шапка на 1 день. Заморачиваться с ней особо не нужно. Вам нужен вау-эффект. Все, 2 часа поносили, вам стало жарко, вы ее сняли и забыли до следующего года или вообще просто кому-то подарили. Ну, кому я рассказываю, вы же знаете, как это бывает. Редко у кого эти шапки доживают вообще до следующего, ой, а если еще и следующего, это вообще нонсенс, это такие бережливые люди. Я с такими не знакома. Если вы такие, напишите мне об этом. Все должны знать, что вы молодец. Я буду вами гордиться. Где моя прищепка? Это вот она. Я делаю набор. Я делаю цепочкой, потому что мне по краю нужна цепочка. Я делаю его очень такой слабенький. Нам не нужно тут сильно большое натяжение. Я сейчас проверю, видно ли вообще, что я снимаю. Видно, но не видно тот край. Ну, поверьте мне, что на том краю я буду делать абсолютно то же самое, что и на этом. Я беру самый большой петлеуловитель, который у меня есть. Это для 3 класса. Кстати, я заметила, что чем больше петлеуловитель, тем больше петли получаются на вот этой цепочке, и тем легче провязывает каретка. Вы, как это сказать, не мучаете ее. В общем, делаю набор. И вот там, где пропущенные петли, пропущенные иглы, я делаю еще одну дополнительную петлю, как будто бы у меня есть выставленная игла. Наверное. Надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Вот. Еще одну петлю, потому что когда мы будем поднимать петли, вот эти вот протяжки, если вдруг мы не будем делать дополнительную петлю, то тогда это будет смотреться неаккуратно. И провязываю первый ряд. Он у меня провязался вообще замечательно, легко так. Прекрасно. Перевешиваю грузом. Программа показывает, что нужно связать еще 10 рядов до маячка. А маячок — это у нас конец резинки. Вяжем. Вот мы дошли до нашего маркера. Я снимаю линейку. Разбираю ее. Зачем я ее, правда, разбираю? Ладно. Положу здесь.
Что, собственно, дальше мы делаем? Там мы берем и начинаем поднимать все эти протяжки. Откуда? Я начинаю с краю. Так, надеюсь, тут у вас ничего не скрипит. Я передвигаю, но это возможно. Вот начну отсюда. Начну от этого края. Берем. Так, я посмотрю, как тут все устроено. Угу. Вот то, что мы тут делали, вот эти. Вот мы делали эту петелечку, и вот ее, у нее такой тут, как это сказать, горбик маленький. И вот его надо подцепить. Вот так вот. И уже в него провязываем. Вот так. И вот дальше уже просто. Все просто и все понятно. Я надеюсь. Резинка на машине получается тугая. Вы этого не бойтесь, вы потом с машины снимете, она будет нормальная. А так получается, конечно, туго. Я повыставляю сразу вот эти уже иглы, которые были задвинуты. Ну вот следующая череда протяжек. Опять смотрите, тут цепляйте из нижней, из самой верхней, вот это вот то, что мы делали, самый нижний, самый верхний. В общем, то, что вы делали вручную, вот это вот цепочку, у нее цепляйте этот горбик, как я сказала, и вяжем одну за одной протяжки. Так, вот я закончила резинку. Теперь давайте вспомним, что там у нас со схемой. Мы с вами договорились, указка, значит, что это у нас шапка в развернутом виде, в разложенном плоско. Шов у нас будет сзади, то есть у нас как бы так она идет. Значит, на рожке у нас выделено 2/3. В общем, вот эта половинка задней части и эта половинка задней части, вот это так шапка выглядит спереди. Здесь 2/3 и здесь 2/3 идет на рожке. И треть на
на голову, скажем так, на макушку. Как это нам осуществить на машинке? Значит, 45. Одну мы краевую эту не считаем, будем считать, что 44. 44 делим на 2. Получается 22. Я так еще задумалась. 22. 21, 22. Вот здесь ставлю метку. Значит, эта часть петель идет у нас наперед, эта часть петель идет у нас назад. Теперь, так как рожки у нас занимают 2/3, значит, нам нужно теперь 22 поделить на 3. Ну, будем делить 21 на 3, это получается 7. Ну, вот здесь, значит, 7 будет на макушке, и там вот лишняя петля будет где-то здесь. Это не принципиально. То есть, вот здесь, вот в этом промежутке начиная от 8 и заканчивая 22 у нас эти самые рожки. И получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. В эту сторону 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. В эту сторону. И то же самое мы все проделаем сейчас в эту сторону. Убираю старое. И отмечу новое. В эту сторону то же самое, получается 7, да? 7. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Эти жгуты делаются на 6 петлях. Давайте пусть будет, значит, от края здесь я отступлю 3. Вот здесь будет начинаться жгутик. Так, вот. Вот эти 6 игл. Вот так. И с этой стороны тоже отступлю 3. И вот здесь будет жгутик. Значит, вот получается середина между 7 и 7, макушечка. Дальше идут вот эти рожки на 15 петлях. Это задняя часть этого рожка, ушка. И это половина макушки. Здесь с этой стороны абсолютно то же самое. Вроде бы метки я поставила одинаково, симметрично. Надо ли вешать еще дополнительный груз, я пока не знаю, посмотрю по ходу. Закрепляю нить за зацепочку. Вставляю в каретку. Вяжем первый ряд. Всего, значит, как у меня идет мои жгуты, я задумала, что я буду перекручивать на каждом 10-м ряду. Значит, я провяжу сразу же 10 рядов. Вернемся к нашей разметке. Вот место, место 2, где перекручиваются жгуты. Наши 2 декера, один трехушковый, второй трехушковый. Вот мы их сюда прицепляем.
Ну, наверное, вы знаете, как делать жгуты, уже делали. И по бокам спускаем по петле, что позволяет нам удобно перетягивать петли и создает дополнительную фактуру получающемуся рисунку. Петлеуловитель. Теперь мы спускаем до конца эти петли боковые от жгута и поднимаем их обратно. На той стороне, которая к вам, получаются лицевые петли. И с этой стороны тоже спускаем и поднимаем. Абсолютно то же самое мы делаем на этой стороне. Так, вот я переставила всю эту историю со жгутами. Вяжу еще 10 рядов. 10. А зачем мне 11? Ой, уже размахнулась, так размахнулась. Ладно, будет 11. Это не суть принципиально. Здесь декеры. Так, так. Переснимаю. Раз. Как я уже говорила, желательно выставлять эти иглы, которые находятся в напряжении, в переднее рабочее положение. Таким образом, облегчая машинке ее работу. А вам экономить пару нервных клеток. Вот, видите? Видите, вот намного легче. Раз. Вот я закончила третий перекрут. Так, выставлю тоже иглы здесь. В положение С. И здесь тоже. Так. И программа мне показывает, что мне нужно провязать еще 4 ряда. Хорошо, программа. Давай провяжем. Теперь программа мне показывает, что нужно вязать только вот эту часть отдельно рожки. В принципе, как бы я сделала? Как бы я сделала? Да я бы перенесла
уже вот эту часть, серединку, на бросовую нить, эту часть и эту часть. Они нам уже не понадобятся. Так, я выдвину все иглы, которые мне сейчас не нужны. Сначала я сниму эту часть. Вот у меня метка стоит, вот до нее снимаю. Тут каких-то 1, 2, 3, 4, 8 петель. Вынимаю красную нить из каретки. Вставляю брос, зацеплю его тут за зацепочку. Вдеваю в каретку и поднимаю рычаги, чтобы не провязывались эти иглы. И провяжу буквально сколько получится, столько провяжу. Буквально там, я знаю, 5 рядов. Раз. Оттяжку делайте вручную. 2, 3, 4, 5. Достаточно этого? Достаточно. Ладно, в эту сторону 6. Теперь что? Провяжу здесь, еще сниму. Вот так, сняла с игл. А теперь ввожу в рабочее положение макушечку, вот эту часть у нас от 7 до 7. Вставляю брос в каретку и провязываю. Раз. И теперь просто рукой делаю натяжение. 2, 3, 4, 5, 6. Вот так хорошо. Обрезаю нить. Как раз мне этого броса хватит еще и на ту часть. Так. Провожу кареткой, чтобы снять с этих игл. Так. Так, задвинуть нужно эти иглы сразу. Не забыть. И с этого бока тоже ввожу в работу 8 игл. Вот, вставляю брос в каретку, провязываю и тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот на ту сторону уводим и все, обрезаю. Проведу еще раз кареткой, чтобы снять. Так, все, задвигаю иглы. Теперь, программа хочет, чтобы я вязала вот эту часть. Буду следовать пожеланиям программы. И на этом мы довязали. Теперь важно не забыть все-таки, что у нас здесь идут жгуты, и спустить и поднять петли. И теперь мы провязывали здесь 4 ряда, это мы хорошо помним, да? Присоединяем нить. Так, навешиваю грузик.
закрепляю здесь нить, зацепчики. Вставляю в каретку, не забываю, опускаю рычаги, уже можно их опустить. И провязываю еще 6 рядов. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И формирую жгутик. Выставляю иглы, не забываю. И еще 10 рядов. И вот осталось провязать 6 рядов. И на этом можно снимать наше вязание с машины. Так. И броса у меня тоже вообще уже не осталось. Ну, все израсходовала, все подошло к концу. Это хорошо, я такое люблю. Все, снимаю наброс, снимаю с машины. И все, теперь остается. Сейчас покажу, что получилось. Обрежу наконец эту белую нить. Оставлю немножко на сшивание. Что я тут сама себе втайне делаю, да? Ничего не видите. Так, вот. Оставлю на сшивание чуть-чуть, там сколько? 3 и чуть-чуть на иголочку, где-то так. Вот. Давайте же взглянем, что получилось. Так, лишние концы броса я тоже обрежу, чтобы они мне не мешали. Вот что получается. Нужно ее. Я не буду ее гладить по одной простой причине, что это акрил. Хотя и написано, что это молочный хлопок, я больше чем уверена, что это просто вид акрила, потому что я уже однажды гладила его. Он превращается просто в соплю. По-другому и не скажешь. Он превращается в соплю. И форму он свою теряет и становится плоским. Так что так себя ведет акрил. Пусть они пишут молочный хлопок, но это акрил. Вот сейчас немножко ее приведу в чувство после машины. Так. Вот что получилось. Теперь нам нужно взять вот это вот, соединить сзади. Так. Здесь шов, здесь шов, вот здесь шов. Макушку мы тоже сшиваем. Ну, в общем, можно даже одной нитью вот это раз. Здесь сшили, и вот здесь раз одной нитью прошлись. Так. Вот наши жгутики. И что еще? И последнее, что вы делаете, это собираете на нить все эти петли и стягиваете. Раз, стягиваете два. И какой у нас самый последний момент, что нужно сделать? А нужно сделать помпоны. У меня есть такая штука, точнее набор таких штук. Я его купила на Taobao. Я думаю, что можно найти и на этом, на eBay. Вот тут показывается, как делать помпоны. Можно таких
милых всяких зверюшек делать. 4 размера этих штук. 3,5 сантиметра, 5,5, 7 и 9 сантиметров. И вот как его делать. Я думаю, что это штуки британского производства. Как, ну, мне так хочется, конечно, нигде это не написано, потому что британцы измеряют в сантиметрах, а американцы в дюймах. Поэтому если бы это было американского производства, это было бы в дюймах. А так это, скорее всего, британское. Это просто мои догадки, нигде это не написано. Вот как делается. Очень, очень удобная штука. Ну, я не могу сказать, что прям супер-пупер она удобная, но так, я правильно помню? Да. Вот так вот складывается. Она сюда наматываем, плотненько так чик-чик-чик-чик-чик. Обрезаем нить, сюда наматываем, вот держим плотненько. Потом так это все закрываем. Так, у меня отломалась эта штука. Одна. В общем, вы поняли, закрываем. И потом разрезаем. Это все разрезаем, разрезаем, разрезаем. Тут на картинке может быть понятно. Вот мы разрезаем. И потом перематываем нитью и стягиваем, снимаем эти штуки. И потом просто подравниваем помпон. И вот такой вот красивый у нас получается. Вот надо сделать 2 таких штуки. Я, наверное, выберу сколько-то сантиметров получается. 3,5. Как-то тут другие цвета. У меня одни, а в конструкции другие. Ну вот я выберу тот, который больше самого маленького. Получается диаметр 5,5 сантиметров. Вот здесь вот 5,5 сантиметров. Вот. Приступим к сборке.
Ну что, вот я собрала эту шапочку. Видите, что получилось? Вот наши жгуты. Помпоны. Если вам нравится, что получилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем видео я свяжу символ года — бычок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить это видео.